Так вот, что же нужно сделать с орхидеей после покупки? Могу рассказать в 3 секундах. Не пересаживать, не трогать, поставить в светлое место и наблюдать. Добрый день, друзья! Скоро наступит весна, март, а самый первый праздник в марте, ну, по крайней мере в России, это 8 марта. И как всегда мы получаем в подарок много орхидей. Не всегда мужчины их правильно выбирают, и не всегда мы знаем, что с ними делать. И каждый год перед этим праздником я стараюсь приобрести новую орхидею и рассказать вам, как поступить с таким подарком. Вот и я приобрела вот такую орхидею Биглип. И могу сказать, что у меня была такая орхидея. Она мне очень нравится. Правда, цветы были крупнее. Казалось, она более здоровой. Ну вот попалась такая орхидея, потому что моя после 4 лет жизни вдруг мгновенно рассыпалась. Такое тоже бывает, и я вам об этом рассказываю. Где-то внутри орхидеи заложена какая-то болезнь, которую мы не можем ни определить, ни увидеть ни по листьям, ни по цветам, ни по цветоносам. И вдруг орхидея просто распадается, и корни все высыхают. Это что-то внутри орхидеи, может быть заложено производителем, может быть как-то по-другому. Но чаще всего, конечно, орхидеи живут, цветут и чувствуют себя прекрасно. Так вот, что же нужно сделать с орхидеей после покупки? Могу рассказать в 3 секундах. Не пересаживать, не трогать, поставить в светлое место и наблюдать. Но то, что касается этой орхидеи, на ней было очень много бутончиков. Вот сейчас я ее сняла с полки, пока несла, все бутончики отвалились. Она у меня находится дома всего неделю. И в обзоре из Leroy Merlin я ее тоже показывала. Ссылку на обзор оставлю в правом верхнем углу экрана. Вот здесь еще есть сухие бутоны. Вы у меня часто спрашиваете, я купила орхидею, она все бутончики сбросила. Да, сбросила, и у меня сбросила. И только лишь потому, что орхидея долго ехала к нам, мы не знаем, сколько она ехала. В машине, в темной, в холоде. А мы ее приносим в теплое помещение. В магазине она какое-то время простояла. Вот это все для орхидеи очень большой стресс. И бутончики часто сбрасываются. Даже вот цветок, который был распущен, он тоже уже вянет и скоро бы отпал. Я вам показываю те 2 бутона, которые таки распустились. А вот эти все, посмотрите, помятые. Вот с такими какими-то черными пятнами. Но я посмотрела, это было так прижато к пакету, так прижато к держателю цветоноса, что сначала показалось, что это Батридис. А об Батридисе у нас есть видео, ссылку оставлю в правом углу экрана. Но это просто порвал держатель цветоноса, и так как эти палочки всегда крашеные, покрасил вот в такой вот темный цвет. В общем-то, очень печальные были цветы. Да и когда я ее приобрела в Leroy, у нас было очень прохладно. Ну, конечно, до машины мы ее там пронесли буквально 3 секунды. Она не замерзла, но ехала-то она в очень прохладной машине. И горшки были очень-очень холодные. Я дала ей возможность постоять 3 дня. Причем пакет, вот этот большой целлофановый пакет, я сняла через 5 часов после того, как я ее принесла домой. Когда температура воздуха сравнялась в пакете и в моей комнате, где она стояла, вот тогда я сразу сняла пакет. Не надо этот пакет держать очень-очень долго, потому что бывает горшок влажный. И эта влага, которая в горшке, она начинает внутри пакета идти вверх. И это тоже не очень хорошо. Вот сразу
Поменялась температура, пакет сняли. Дальше смотрите на свою орхидею. Какие у нее листики, плотные, есть ли какие-то повреждения. Но всегда они пыльные в любом случае. Поэтому берете небольшое количество воды, 100 мл, половину чайной ложки зеленого мыла, желательно любого мыла для растений. Не просто тем, чем мы моем руки, а мыло для растений. Это калийное мыло. Специальное мыло для растений. Буквально несколько капель, или можно это определить как пол чайной ложки. Растворяете. Обязательно с водой, не чистым мылом. Размешиваете. Берете чистый ватный диск и протираете всю орхидею. Всю — это значит все листья, цветонос и даже держатель цветоноса. Потому что если в горшке была влага и она ехала с этой влагой, но мне повезло, горшок был сухой и корни были сухие, то здесь образуется плесень на держателе цветоноса. Ее обязательно нужно промыть и убрать с цветоноса. Что мы преследуем, протирая листья? Ну, во-первых, могут быть какие-то вредители, которых мы можем увидеть, которых мы не видим. Помимо того, что мы стираем пыль, мы можем убрать и каких-то вредителей. Все со всех сторон листья протираем тщательно, с легким нажимом. Вот так аккуратно. С двух сторон все протираем. Видите, листья с пятнами. Вот, светлее, темнее, светлее, опять темнее. Это может быть из-за недостатка света или может быть какое-то заболевание. Вот здесь на листике, видите, тоже есть черные пятна. Ну, вот этот явно лист был в темноте, поэтому здесь светлое пятно. Если вы увидели какие-то темные пятна, сначала протираете мылом, через пару дней берете препарат фитоловин и протираете листья фитоловином. Я недавно рассказывала про свою аптечку и там упоминала, что делать с препаратом фитоловин, как его использовать. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Что делаем дальше? Дальше смотрим на корни. Ой, совсем забыла вам сказать. Вот повернула горшок к себе и увидела. Посмотрите, опять появились названия на горшках. И почему-то этот цветок стал называться джингл. Хотя такое название уже есть. А когда он только появился, у него столько было названий. Ну, на моей памяти их было примерно 5 разных. И что-то связано с Аладдином, и какое-то название, которое я и произнести не могу, только можно написать. Ну, в общем, было очень много названий. Я выбрала для него название, назвала его «Принц Айвенго». Ну, такое название я тоже встречала в интернете. И вот сейчас на горшке появилось, что это джингл. В общем-то, хочу вам сказать, называйте как хотите, как вам нравится. Так, дальше. Если мы видим сверху вот такие сухие корни, явно эти корни уже орхидеи не пригодятся, потому что эти корни сухие, и их можно полностью отрезать. Что я сейчас и сделаю. У самого основания. И если орхидея хорошо засыпана грунтом, а бывает, что грунта очень много, нужно немного отодвинуть или переместить вот так грунт от шеи, чтобы к шее был доступ воздуха. Здесь еще нашла сухой листик. Его тоже можно убрать. Иногда встречаются
прямо в грунте. Если опадают бутоны, они падают прямо в грунт. Вот такие бутоны из грунта тоже убирайте. Кстати, видео о том, почему опадают бутоны, не только по этой причине, я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я об этом рассказывала. Не только это может быть причина, есть много других причин. Ну и на данный момент все. Орхидею ставлю на карантин, потому что, может быть, появятся еще какие-то вредители. Все может быть. Или какая-то болезнь обнаружится. Лучше ее держать отдельно от коллекции. Она у меня будет стоять на отдельном подоконнике. Пусть простоит месяц, 2, 3, потому что я в прошлом году рассказывала об орхидеях парфюмерные фабрики. Я их приобрела уценками 2, и через 2 месяца на одной появились клещи. Но вот чтобы не заразить всю коллекцию, мы новую орхидею всегда ставим отдельно. И лучше выдержать ее дольше, для того, чтобы не потерять или не лечить потом большую часть коллекции. Поливаю по краю горшка. Видите, что у меня орхидея стоит в поддончике. Поддончик высотой 1,5 сантиметра. Поливаю по краю горшка. У меня для этого вот такое медицинское приспособление. Вода наливается в поддончик, стоит там час-два, обычно все впитывается. Если до вечера вода не впиталась в грунт, значит нужно вылить. Как правильно поливать орхидеи, я тоже вам оставлю видео в правом верхнем углу экрана. У нас очень много видео на канале, и сейчас очень много видео ставим в телеграм-канал без привязки к YouTube. То есть все видео, которые сейчас выходят, вы можете без привязки к YouTube посмотреть в телеграм-канале. Ссылка будет в описании под видео. Хочу, чтобы вам подарили новые красивые орхидеи, или же вы их приобрели сами, и они вас долго радовали своим цветением. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.